В жаркий летний день, полон ожиданий и приключений, семья Ковалевых приземлилась в одной из стран Восточной Африки. Папа, Михаил, всегда мечтал увидеть экзотические животные, о которых так много рассказывали по телевизору. Мама, Анна, хотела, чтобы их сын, 10-летний Тимур, почувствовал настоящую атмосферу природы и свободы. Тимур же, с восторгом изучавший карты и книги о диких животных, был просто счастлив, что наконец-то увидит Африку своими глазами. После утомительного перелета они прибыли в маленький отель на окраине джунглей. Ощущение восторга витало в воздухе, когда они разместились в своем номере. Вечером семья с удовольствием наблюдала за закатом, гармонично вписывающимся в тропический пейзаж. До окончания экскурсии оставалось всего несколько дней, и они решили, что обязательным пунктом должен стать треккинг в джунглях. Утром следующего дня, в сопровождении опытного гида по имени Олу, они отправились в лес. Тимур с азартом вглядывался в каждый куст и дерево, пытаясь разглядеть животных, о которых читал. Олу рассказывал им о местной флоре и фауне, указывая на редкие растения и следы животных на земле. Семья шла, смеясь и делясь впечатлениями. Однако через некоторое время Олу предложил им небольшой привал. Мать с отцом уселись на пень, а Тимур, полный энергии, решил немного исследовать окрестности. Он побежал вдоль тропинки, иногда оглядываясь назад, но вскоре, увлекшись, ушел слишком далеко. Мгновение, и навигационные ориентиры начали пропадать из виду. Когда Тимур наконец понял, что больше не слышит голосов родителей, тревога охватила его. Он обернулся, заметив лишь лес, куда ни взгляни. Сердце забилось быстрее, и он, осознав, что совсем один, направился обратно. Но все его попытки найти дорогу оказались тщетными. Каждый шаг лишь углублял его в незнакомую и манящую глубину джунглей. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем он услышал шорох за собой. В недалеком кусте послышался звук, как будто что-то перескочило через листву. Мальчик повернулся в ту сторону и почувствовал, как пронзительное волнение обвивает его сердце. Откуда-то вышел невиданный зверь с гордой гривой. Это был лев. В его больших желтых глазах сверкал интерес и, может быть, даже добрая ирония. Тимур был парализован страхом. Он знал, что львы-хищники способны на все. Но это существо выглядело иным. Вместо того, чтобы устремиться на него с рычанием, лев просто наблюдал. К удивлению мальчика, в его взгляде не было агрессии. Наоборот, лев медленно подошел к нему. Тимур почувствовал, как холодный страх начал отступать, уступая место любопытству и удивлению. Он осторожно протянул руку, касаясь теплой шерсти льва. Кажется, этот момент растянулся на вечность. Мальчик и зверь обменивались взглядами, в которых читалась непередаваемая связь. Лев, будто ощущая искренность Тимура, приблизил к нему свою большую голову, и мальчик вдруг понял, что в этом существе есть что-то большее — сила, но и безмолвное понимание. Звуки леса вокруг постепенно смолкли, как будто вся природа затаила дыхание в ожидании дальнейших событий. Тимур, собравшись с силами, решительно шагнул навстречу льву. Этот шаг оказался для него своего рода открытием. Он осознал, что страх может быть побежден тем, что мы называем доверием. Лев, в ответ на его решительность, привстал на лапах, и в его взгляде появилось чуть ли не человеческое одобрение. В воздухе ощущалось нечто волшебное, словно между ними возникла невидимая нить, связывающая два совершенно разных мира. Тимур стал чувствовать себя смелым и свободным, как никогда ранее. Он понял, что настоящая сила заключается не в могуществе, а в способности открыться другому существу, которого до этого боялся. Вместо того, чтобы убежать, Тимур почувствовал неведомое спокойствие. Он сделал шаг вперед и вдруг заметил, что лев слегка наклонил голову, как будто предлагая дружбу. Не веря своим глазам, Тимур осмелился слегка дотронуться до шерсти льва. И в этот момент между ними возникла невидимая связь. Лев обернулся и, видимо, решив, что мальчику нужно помочь,
медленно начал двигаться вдаль. Тимур колебался, но вскоре понял, что у него нет другого выбора. Он стал следовать за этим величественным созданием. В глубине души мальчик облекал себя надеждой. Вдруг лев приведет его к людям? Они пересекали заросли, обходили густые кустарники и реки, полные воды. Время словно остановилось. Тимур начал чувствовать, как все страхи уходят. Рядом был его верный проводник. Они доходили до небольших открытых участков, где природа казалась особенно живой. Яркие цветы соревновались друг с другом в красоте, а птицы веселились, заливаясь пением. Несмотря на тускло звучащие исполинские крики тропических птиц, отголоски тревоги все еще звучали в его голове. Что делать, если он не сможет вернуться? Лев одной своей грацией будто слышал его мысли, часто останавливался и оборачивался, как бы подбадривая Тимура. Наконец, после долгого пути, на горизонте появились силуэты. Это была небольшая деревня. Мальчик замер от радости, но не успел сделать шаг, как лев вновь обратил на себя его внимание. Он встал и на мгновение посмотрел в глаза Тимура, словно прощаясь, и затем исчез в бескрайних джунглях. Тимур с трудом сдерживал слезы. Он вновь ощутил волнение, но теперь это было волнение счастья. Новый опыт, новое в жизни, новый друг. С огромным желанием побежать к родителям он направился к деревне. Каждый шаг возвращал его к реальности. Он увидел, как несколько местных жителей заметили его, и одна женщина, заметив мальчика, вскликнула: «Ребенок! Здесь!» Люди окружили его, и он с облегчением ответил на их вопросы. Деревенские жители, сострадая, незамедлительно повели его к расположению лагеря, где искали его родители и Олу. Бросившись в объятия, Тимур увидел, что в глазах матери были слезы радости. «Ты в порядке? Мы так переживали!» — воскликнула Анна, когда она его обняла. «Да, мама, я в порядке», — ответил Тимур через слезы. «Я встретил льва. Он помог мне найти дорогу». Взгляд удивления на лицах его родителей сменился смехом и облегчением. Михаил преклонился к Тимуру и спросил: «Лев, ты смеешься? Это было опасно». «Нет, папа, он не был опасным, он был добрым!» Увлеченно воскликнул Тимур, ведя своих родителей за собой, чтобы объяснить, что произошло. Тимур рассказал о том, как встретил льва, о том, как тот проводил его через джунгли, и как его мудрые глаза говорили о дружбе и защите. Его родители внимательно слушали, время от времени обмениваясь взглядами, полными недоумения и восхищения. Михаил, все еще не веря в чудеса, прикасался к плечу сына, словно проверяя, что тот не шутит. «Ты нас напугал, Тимур», — наконец произнесла Анна, прижимая сына к себе. «Но как ты нашел силы встретиться с диким животным?» «Он мне не казался диким, мама. Он был как друг», — отвечал Тимур, искренне радуясь, что сумел передать хотя бы часть своих эмоций. «Мы были на одной волне». Среди окружающих зазвучали разговоры, и вскоре Тимур заметил, что люди, собравшиеся вокруг, стали делиться своими собственными историями о встречах с дикой природой. Это был совершенно новый мир, мир удивительных событий, который открывался перед ним. Высокие деревья, звуки далеких животных и аромат ночного воздуха напоминали о том, что приключения только начинаются. Наблюдая за улыбающимися лицами члена семьи и согретыми теплом нового опыта, Тимур уяснил одну важную истину. Хотя он и оказался потерянным в этом огромном мире, даже в самой непредсказуемой ситуации можно найти настоящую дружбу и помочь другим. После того дня, когда они вернулись к лагерю, Тимур много раз вспоминал своего друга льва. Он понял, что природа полна удивительных созданий, и что в каждом из них можно найти частицу доброты. Этот опыт стал основой его мечты — стать защитником дикой природы. В конце концов, путешествие Ковалевых в Африку закончилось, но воспоминания о джунглях, о льве и о том, как он потерялся и вновь нашел себя, остались с ним навсегда. Тимур вернулся домой, но в его сердце осталась чаша, переполненная эмоциями. Каждый вечер он сидел на балконе и смотрел на звезды, вспоминая о том, как делил моменты радости с дикими животными.
Он чувствовал себя связанным с каждым существом, рассматривая их как своих братьев и сестер. Эта связь укрепила его решимость. Он не мог остаться равнодушным к судьбе природы. Он начал изучать книги о дикой природе и охране окружающей среды, открывая для себя множество аспектов, о которых раньше не задумывался. Создание условий для жизни редких животных, их защита от браконьеров, каждое новое знание подстегивало его желание внести свой вклад в сохранение природы. Тимур стал активным участником местных экосообществ, вдохновляя своих сверстников поддерживать экологические инициативы. Со временем его мечта о профессии защитника дикой природы стала более конкретной. Он решил поступить в университет, чтобы изучать биологию и экологию. Каждый шаг, который он делал, приближал его к цели, и Тимур знал, что однажды его усилия принесут плоды, и он сможет вернуть дикой природе то, что она подарила ему.